Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Олег Савин, компания Агрожиловня. Мы представители завода КВД, который находится в Германии. Завод КВД уже более 15 лет производит рабочие органы, а также агрегаты по технологии Култан. Кто не знает, технология Култан — это внесение жидких азотных удобрений путем инъекции, как мы видим на данном диске. Сейчас мы находимся в Приморском районе. Это недалеко от Бердянска, 50 километров до Бердянска. Мы находимся на поле озимой пшеницы, там, где работает данный агрегат. Сейчас я вам хочу рассказать вкратце о характеристиках данного агрегата, из чего его сделали. Это, скажем так, самодельный агрегат. Самодельный агрегат с нашими рабочими органами, с нашими немецкими рабочими органами. Немножко о характеристиках. Это была просто сцепка для оборонок шириной захвата 24 метра. Я думаю, что у многих фермеров в Украине есть подобный агрегат. Фермер срезал все лишнее, поставил крепеж квадрат трубу 50 на 50 для крепления рабочего органа КВД. И мы поставили из Германии 80 рабочих органов на данный агрегат. Междурядье здесь 30 сантиметров. Данный агрегат имеет ширину 24 метра, ширину захвата. Вот сейчас мы как раз им работаем. Теперь хочу рассказать о преимуществах технологии Култан. Давайте их сравним, допустим, с традиционным методом внесения. Все мы привыкли вносить либо разбрасывателем, либо опрыскивателем. Кто-то вносит сеялкой прямо под корень, да, там сухие удобрения. Кто-то работает аппликатором и так далее. Вот хотел немножко разобрать эту тему. Чем все-таки технология Култан отличается и лучше от традиционных методов внесения. Итак, технология Култан вносит удобрение прямо под корень растения на глубину 6-7 сантиметров. То есть мы не зависим уже ни от солнца, ни от ветра. Мы в любую погоду, когда может трактор зайти в поле, мы уже можем вносить данное удобрение. В данном случае это КАЗ-32. Все мы прекрасно понимаем, что нужно, чем как можно правильнее и вовремя мы подкормим на зиму пшеницу, тем мы получим высший результат. Теперь сравним с традиционным методом. Традиционным методом, допустим, разбрасывания. Здесь сейчас у нас почва высохла, последний дождь был, не знаю, несколько недель назад. Почва просохла сантиметр, может быть 2, может быть 2,5. То есть корка почвы сухая. Если мы сейчас будем разбрасывать разбрасывателем, то гранула будет просто лежать на поверхности сухой почвы. Ранним утром будет роса, либо туман. Эта гранула будет напитываться влагой и вместе с солнцем, с ветром будет просто испаряться в атмосферу. То есть это выкинутые деньги на ветер. С методом опрыскивания примерно такая же ситуация, как и с гранулой. Во-первых, мы не можем опрыскивателем работать, когда светит яркое солнце. И точно так же удобрение ложится на поверхность сухой почвы и недоступно растению. Ранним утром есть, опять же, та же роса, тот же туман. Удобрение контактирует с влагой и просто испаряется в атмосферу. Я думаю, что пользы от этого тоже не будет. С технологией Култан все вышеперечисленные риски просто исчезают. Мы вносим удобрение прямо под корень растения на глубину 6-7 см, впрыскиваем удобрение, и пшеница уже сию минуту начинает питаться доступным азотом. Мы не зависим от погодных условий, мы не зависим от солнца, мы не зависим от ветра. Тем самым мы можем давать питание озимой пшеницы в самую нужную и правильную фазу для максимального урожая. Сюда мы приедем через 2, 3, 4 недели. Здесь есть опытное поле, там где часть поля мы оставили под традиционные методы внесения. Мы сделаем аэросъемку, покажем вам, какое отличие в развитии корневой системы, листа, цвета и так далее. Сравним, какая технология, посчитаем биологическую урожайность и поймем, насколько предварительно будет у нас урожай на традиционном методе и на технологии Култан при одинаковых условиях на одном поле. Все, всем спасибо за внимание. С вами был Олег Савин, компания Агрожиловня. Всем пока!